Друзья, Rocktech G2, вот такой вот суперовый сертифицированный ТВ-бокс с 1000 мегабитным LAN, 4×32, с Android TV, а не Google TV, сертификацией Netflix конкретно. И все это теперь на модификаторе от Технозон. Да, есть такой модификатор, который все уже видели на X11, но на сертифицированных устройствах это немножко по-другому работает. Короче, модификатор Технозон для G2, и при этом он становится еще лучше, еще стабильнее и красивее, и интереснее, и вообще это прямо сейчас топ ТВ-бокс. Ссылки на него в описании под видео. Конечно же, подписались, нажали колокольчик, а мы с вами переходим, посмотрим, что же такое модификатор. Мы с вами сейчас на ТВ-боксе. Вы видите сразу же, да, вот у вас вверху есть справа, у нас есть информационное окошко, и это окошко, это написанное нами с нуля. Оно показывает и разрешение текущее, и частоту, и какой у нас там HDR передается, и аудио куда идет, и загрузку процессора, и температуру, конечно же, загрузку памяти и скорость по сети. Ну, давайте, например, там Netflix запустим, сразу посмотрим. То есть ничего не ломается, ничего не меняется. Но я вам скажу, при мониторинге температуры всегда, ну давайте сейчас посмотрим, сохраняется ли у нас после модификации, сейчас мы до модификатора дойдем, все у нас сохраняется, все отлично, все работает. Ну, так как у меня сейчас SDR подключен рекордер, то, конечно же, мы будем получать SDR, но все суперово срабатывает. Хорошо. Сразу говорю, при мониторинге температуры через вот такую вот плашку необходимо понимать, что у вас будет плюс 5-7 градусов, потому что плашка отрабатывает не через VPU, а через Layer, то есть идет дополнительная нагрузка на графическую систему, то есть идет два графических потока. Сам по себе модификатор, давайте на домик нажмем, выглядит вот таким вот образом. У нас есть с вами вот такое вот приложение Технозон Modifier. Вот он, пожалуйста. Ну, у нас нет root профиля, конечно же, рута нет для такой штуки. И у нас вот эта вот служба. Что реализовано? Собраны все проблемы, известные на текущий момент, и просто-напросто модификатор их исправляет, доводя приставку до какого-то логического конца, то есть до логического завершенного состояния. Мы можем с вами убирать вот этот вот модификатор, либо показывать, это его служба, не модификатор, а layer. Также я сюда запихнул лейеры, которые писали когда-то для Hamatix, но они нам, честно говоря, не нужны, потому что наш лейер абсолютно совместимый и прям нативно написан под G2. Расширенное меню выключения, то есть мы сюда написали меню, выглядит оно таким образом, работает оно по кнопке питания, то есть у вас может быть выключение, сон, либо системное меню управления возвращает, либо снимок экрана, перезапуск, переход в recovery, либо просто его можем закрыть. То есть если вы нажмете на кнопку вашу выключения, то у вас появится вот это вот меню, поняли? То есть сначала в черный экран у нас закрываются лейеры и появляется меню. То есть отлично, это мы тоже добавили. У нас есть проверка локального ADB, это нужно для того, чтобы управлять нормально с помощью модификатора, перезапуск приставки, recovery, и есть еще SAI Advanced Reboot, это тоже сторонние приложения, не нами разработаны, но мы их тоже даем вам в пользование. Теперь дальше. У нас исправление громкости. Бывает такое, что при подключении к какому-нибудь телевизору Android 14, Android TV 14 делает очень тихим. И вы вроде бы как регулируете, особенно если у вас инфракрасный пульт или через цек настроено, у вас теряется громкость самой приставки. Это исправляет вашу громкость. Оно, сейчас все, оно исправило громкость самой приставки, и громкость нормализуется, если вдруг ваш ТВ-бокс стал тихим. Теперь у нас можно включить HDMI цик, либо вернуть инфракрасное управление. То есть это тоже классная тема. Ну и настройка кнопок пульта, это открывается вот до Setup Remote Button. Вот Setup Remote Buttons, вы можете здесь добавлять свои телевизоры, управлять ими, и все у вас будет отлично работать. Файловый менеджер. Решение проблем файлового менеджера, классная тема. Дело в том, что здесь предлагается в 14-м андроиде вырезан Documents UI, и фактически управлять некоторыми приложениями, например, из приложения открыть плейлист не предоставляется возможностями. Что мы предлагаем? Это решение было найдено сторонне, но не мое, мы просто его классно интегрировали в конкретно модификатор, то есть мы устанавливаем файл Manager Plus, то есть он устанавливается, потом мы устанавливаем Local Send,
есть такая штука. И, конечно же, просто-напросто проверяем системный выбор файла. И у нас сразу же будет выбрано вот этот вот файл Manager Plus после того, как он установится. Можем его, кстати, этот ActivitySub скинуть. Технозон TV Samba NAS, к сожалению, он не работает в качестве Samba. Поднять Samba сервер на сертификате практически нереально. Единственное, что здесь есть NAS клиент. Вы можете попробовать им пользоваться, но в принципе любой плеер более-менее маломальски хороший и так позволяет делать NAS клиенты у себя, то есть проигрывать с NAS. Давайте откроем Samba серверы NAS. Мы можем добавить NAS, скажем так, мы можем сюда просто-напросто добавить NAS сервер, добавить их несколько и в принципе работать с конгломератом NAS серверов прямо в модификаторе. Есть различные фишки именно по диагностике аудио, если оно не работает. Фон Технозон не работает, скажу сразу, он будет работать, если вы будете использовать сторонние лаунчеры. Дело в том, что сам по себе стандартный Android TV лаунчер, он делает черный экран, но запрещено, а так как нет root, модифицировать мы не можем. Но мы советуем вам устанавливать Project TV Launcher, который вы прямо отсюда можете установить, и вот здесь даже можно его сделать главным, то есть мы специально это делаем. То есть, также вы можете вернуть Google Home, давайте откроем Google Home, все, пожалуйста, наш Google Home вернулся. Мы можем проверить рекламные эндпоинты. Обычно реклама возникает в Android TV, если на вашем роутере не закрыты вот эти вот дела с рекламой. Можем очистить Home, но это все не очищается, потому что опять же нет root прав. Поэтому оно здесь есть, мы пробуем его реализовать, пускай пока будет. И главное, что здесь вы можете сделать, это установить наш Технозон ТВ голосовой поиск, установить предоплаты и, конечно же, открыть страничку Rocktech G2. Это наш модификатор, к которому мы сейчас еще вернемся. Технозон ТВ поиск, после того, как вы установили, установка вообще очень элементарная, сейчас тоже покажу в двух словах, очень быстро. Вы просто-напросто переходите в Технозон, давайте, где там наш голосовой поиск Технозон, переходите в настройки. Здесь вы можете включить сразу слушать голос, либо включить режим Стефании сразу за умолчанием. Но перед тем, как его еще назначить, так как у нас здесь Google поиск будет по умолчанию, случайно нажал, Google поиск будет по умолчанию на простой кнопке, то у нас есть еще кнопка «Любимое приложение», которая настраивается просто-напросто в настройках. Переходим в настроечки, и у нас есть в параметрах устройства App Key Definition. Сюда мы назначаем просто-напросто нашу стешу. Вот она, пожалуйста, Технозон ТВ Search. И тогда у нас при нажатии на любимое приложение будет всегда вылазить стеша. То есть вообще супер шикарно все работает, но давайте немножечко отвлечемся перед установкой. Есть специально у нас сайт, страничка Технозон Modifier RT2 G2. Вы всегда можете скачать текущую версию Технозон модификатора для G2. И, кстати, и для X11 у нас тоже есть. Кстати, для X11 там вообще суперово. Мы, так как это на Realtek 1325, еще и он с root правами, то там, конечно, очень серьезно мы поработали, изменили интерфейс, изменили очень много разных моментов, исправили и дополнили. То есть там модификатор работает намного лучше. Но RT-G2 все равно мы много чего проработали, он работает как есть, сразу говорю, если какие-то есть проблемы, недоработки, желание улучшить, заходим в Telegram-чат, который по Rocktech у нас есть в описании под видео, заходим, пишем, что не так, и мы очень оперативно обычно это все исправляем, потому что мне нужно тестировать на большом количестве ТВ-боксов, чтобы понять, что не так работает. Если что-то не так работает, просто говорите, мы это все очень быстро исправим. А я хочу вам напомнить, что на текущий момент, допустим, эта приставка есть на нашем сайте technozon.com.ua для Украины. С промокодом Технозон будет дешевле. Есть 4 на 32, есть 4 на 64. Еще получите предоплату Nexon максимальный 6 месяцев и тариф L 6 месяцев. И плюс есть на Алиэкспрессе за $149 версия 4 на 64. Ссылки в описании под видео, как и ссылка на обзор. Почему на обзор? Потому что мы здесь не проводим тестирование. Мы здесь показываем, что все работает, а вы уже переходите и, скажем так, смотрите первоначальный обзор или обзор на апдейт на Android 14 и тому подобное. Давайте же посмотрим, как он устанавливается. Ну и как же установить модификатор? Ну, во-первых, давайте сейчас зайдем в настройки, в сети и запомним, конечно же, IP-адрес. Здесь у нас 31.139. Сразу добавляйте 4 пятерки в конце через двоеточие. Ну, сейчас все покажу. И нужно зайти в параметры устройства, об устройстве и на
сборки OS Android TV проклацать 7 или 8 раз, чтобы стать разработчиком. А дальше уже опускаетесь в параметры разработчика, давайте, в настройки USB, вернее, в отладку USB, выключили, включили, то, ну, если оно включено, то и не надо ничего включать. И все, на этом пока все. TV-бокс я откладываю и идем на сайт с модификатором. Технозон модификатор RT-G2 скачать лучше, конечно же, в нашем телеграм-канале, ссылки все в описании под видео. Качайте полный комплект. После того, как скачало, распаковали и запустили install CMD. Здесь вам понадобится именно IP-адрес. Давайте 192, 168, он у вас другой будет 100%, 31, 139. Я добавляю обычно 555, можно не добавлять, он сам будет искать. Но я добавляю, чтобы уже наверняка. Если у вас появится, допустим, запрос на самом экране TV-бокса, подтвердите безопасность. Здесь нажимаем Yes, и инсталируем это все. Сейчас пойдет сам процесс инсталляции. Очень все просто делается. Давайте success. Ну давай уже 100 раз делал, поэтому знаю, о чем говорю. Все сделано. Сейчас у вас на экране должен запуститься модификатор. Первым делом идем с вами, проверяем локальный ADB. После этого запускаем службу оверлея. Вы его можете включать, выключать в самом модификаторе. Сделаю чуть позже еще. Обновление будет по кнопочке, но, пожалуйста, дождитесь этого дела, все сделаю. Теперь дальше. Из того, что здесь я бы сделал бы, это ускорил бы до 0,5 анимацию. Теперь дальше. У нас, кстати, расширенное теперь питание. Давайте проверим через кнопку питания. Включили. У нас появилось питание, закрываем, отлично, все хорошо. Здесь у нас восстанавливаем сразу звук, то есть он может на чуть-чуть стать громче. Если вы используете, кстати, этот пульт нужен, если вы используете HDMI цикл или инфракрасное управление. И теперь дальше мы с вами устанавливаем File Manager Plus, либо если он у вас установлен, Local Send открываем, установлен, и, конечно же, проверяем системный выбор файла для того, чтобы у нас работал файл Manager Plus. Нужен вам сам BANAS клиент, либо нет, решать вам, установите, разберетесь. Вообще нет никакого. Фон главного экрана, ну, можете установить, он будет всего лишь иногда появляться, когда там перезагружается, например, ваш лончер, либо установить Projective Launcher, и там уже, в принципе, развлекаться с этим всем. Технозон Stasha уже установлен. Ребят, пользуйтесь, если вдруг что-то не работает. Очень много модификаций, очень много разных наборов приложений, которые что-то на себя могут перетянуть. Пожалуйста, пишите в нашу телеграм-группу по Роктекам, и там обязательно мы будем оперативно это все исправлять, прямо в режиме реального времени. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.